О том, что оно интересное и полезное, я это узнала только вчера. Из этого состояния у меня все хорошо складывается. Я так живу. Жизнь на самом деле не такая. Реальность намного жестче, страшнее, непонятнее. И бывает больно, когда приносят круассан, а он не соответствует ожиданиям. Опять-таки, это про выбор таких же инфлюенсеров, проводников, ведьм и чародеев. Я не совсем понимаю, что конкретно они имеют в виду. Только каждый человек, ну и даже каждое животное. Ну, к примеру, там, я круассаны люблю. Легкий аромат круассана, который сейчас вот появится передо мной, и я буду наслаждаться его прекрасным вкусом. Привет, ребята, девчата! Я вышла в эфир для того, чтобы поделиться с вами очень интересной информацией о том, что оно интересное и полезное. Я это узнала только вчера, гуляя по Куала-Лумпуру и общаясь со своей подругой. Я ей рассказывала про то, как у меня в жизни все классно складывается, удачно, благополучно, приятно, встречаюсь с классными людьми, бываю в классных местах. И сказала ей просто вот так вскользь, что у меня это все получается, потому что я пребываю в таком состоянии прикольном. И вот из этого состояния у меня все хорошо складывается. Я так живу. И на что она мне задала вопрос, говорит: а Маш, а как? Как ты в это состояние попадаешь? Потому что я хочу так же. Я хочу жизнь такую же, как у тебя. Что ты для этого делаешь? Кому ты продала свою душу для того, чтобы у тебя так все получалось? И тут я задумалась, что на самом деле-то это для меня понятно, что такое состояние, как в него попадать и для чего оно нужно. А многим, вот, допустим, Али, не настолько понятно, как мне. И из нашего диалога вчерашнего у меня родилось видение и понимание того, что этой информацией нужно поделиться. Так вот, что я называю состоянием? Потому что на самом деле сейчас на каждом углу об этом рассказывают, но лично мне, когда я смотрю видео таких же спикеров, как и я, таких же инфлюенсеров, проводников, ведьм и чародеев, я не совсем понимаю, что конкретно они имеют в виду, и вот я хочу сейчас дать свою интерпретацию этого слова и не только дать интерпретацию, а что я еще вчера поняла из нашего общения с Аллой, то, что на самом деле слов много, а они все, каждый из нас, все эти слова, мы понимаем их абсолютно по-разному. Да, бывают совпадения, мы понимаем одинаковые, и тогда мы считаем этого человека своим другом, и нам комфортно с этим человеком, потому что мы как бы разговариваем на одном языке, но у нас есть универсальный язык, который понимает абсолютно каждый. И даже не только каждый человек, но и даже каждое животное. Этот язык – это язык чувств, это язык эмоций, это язык как раз-таки вот этого вот состояния, которое мы передаем друг другу на абсолютно другом уровне, не на вербальном. И он универсальный, потому что он рассчитывается одинаково. У нас заложено этот способ считывания информации эмоциональной на клеточном уровне, на уровне тела. И тело никогда не ошибается. Чувствуем ли мы страх, грусть, боль, радость, удовольствие? Это все во всем мире для каждого человека абсолютно одинаково. Так вот, я постараюсь еще через свои слова, через это видео передать вам именно это состояние, в котором я пребываю, для того, чтобы ваши зеркальные нейрончики увидели то, как я взаимодействую вот с вами, с моей реальностью, да, с вами через девайс, через экран, потому что я сейчас смотрю вообще на себя. И пытаюсь вам продемонстрировать, транслировать, передать вот это вот состояние, в котором находится мое тело, и которое дает мне возможность получать вот эти вот блага, вот это вот изобилие того, что есть в мире,
которая притягивается именно вот на мое вот это классное состояние. Немножко теории, потому что наш ум без теории не может. И когда есть понимание того, о чем идет речь, понимание на уровне осмысления, тогда понимание на уровне тела приходит намного быстрее, значительно быстрее. Так вот, немножко расскажу о том, что такое состояние. Состоянием я называю чувство радости, чувство удовольствия, чувство предвкушения чего-то классненького. Что, допустим, если я захожу в ресторан, давайте приведу классный пример, захожу в ресторан, в кафе, в едальню, неважно, в то место, которое мне нравится, потому что, естественно, я выбираю не просто место, где поесть, а выбираю место, где я еще могу насладиться, где будет там приятная музыка, классный запах, я увидела там интерьер, который меня привлекает. Я захожу в это место, заказываю что-то из меню, и что в этот момент, когда вот я уже заказала официанту, что происходит со мной внутри меня, что я делаю? Я предвкушаю, что принесут что-то очень вкусненькое, потому что, естественно, я выбирала из меню самое-самое классное, потому что я себя очень сильно люблю, и поэтому я хочу, чтобы у меня было все классное. Я выбираю именно то, что я действительно прям, я чувствую внутри вот это вот: ой, это я сейчас съем, мне будет так вкусно, мне так понравится. И вот с этим вот предвкушением, с вот этим настроем, да, я настроилась уже вот на уровне вибраций с этой едой, которая у меня сейчас появится передо мной, материализуется с помощью официанта на моей тарелке. Я уже чувствую такой, знаете, даже легкий аромат. Ну, к примеру, там, я круассаны люблю, легкий аромат круассана, который сейчас вот появится передо мной, и я буду наслаждаться его прекрасным вкусом. Вот про это состояние я говорю. Я ожидаю от всего, что со мной происходит, всего самого лучшего. У меня есть пример, может быть, он вам тоже подойдет. В детстве я очень любила Новый год, и вот это вот предновогоднее состояние, да, мы же о состоянии говорим, вот это вот предвкушение того, что обязательно придет Дед Мороз, потому что я в него очень сильно верила, и принесет мне в подарок что-то классное, я вот в этом вот состоянии чуть ли там не за 2 недели до Нового года я уже в нем находилась. И если вам это тоже знакомо, вы можете это воспоминание использовать для того, чтобы себя научить сейчас уже во взрослом осознанном возрасте в это состояние возвращаться, пребывать в этом состоянии и получать от этого состояния бонусы. Для чего это нужно вообще? Вот это вот детское чувство восторга от жизни. Что это дает? С одной стороны, это может показаться, я уверена, что есть такие люди, я их видела, наблюдала в своей реальности, что они посчитают это каким-то детством, инфантильностью. Типа, жизнь на самом деле не такая, реальность намного жестче, страшнее, непонятнее, и бывает больно, когда приносят круассан, а он не соответствует ожиданиям. Да забейте на то, что этот круассан не соответствует ожиданиям. Про то, почему он не соответствует вашим ожиданиям на первых этапах, я расскажу вам чуть-чуть потом. Насладитесь тем, что есть, поблагодарите этот круассан за то, что он такой. Пускай он будет не сладкий, черствый, в нем будет волос, как у нас с Аллой. Мы вчера гуляли по Куала-Лумпуру, заказали тортик, и у нее был там волос в тортике. Так, потому что она уже себе это тортик наматериализовала в прошлом, не знаю, может, месяц назад. Но при этом, если вы поблагодарите эту ситуацию, что вот с вами это произошло, и дальше будете продолжать пребывать в этом же состоянии, это состояние вам принесет через неделю столько бонусов. Ваша жизнь настолько сильно изменится. И вы поймете, что шаг за шагом, создавая себе вот это состояние сначала осознанно, да, и там, проходя какие-то, естественно,
естественно, они у нас есть препятствия в голове, да, сопротивление о том, что вот такого не бывает, нельзя все время радоваться. Можно и нужно все время радоваться. И проходя вот все вот эти трудности, препятствия, преграды, сопротивления в голове и все больше и больше наращивая в себе способность радоваться, предвкушать и благодарить, это вас быстрее выведет на состояние, на ту волну, в тот канал удачных, счастливых обстоятельств, стечения обстоятельств, которые изменят полностью кардинально вашу жизнь. То есть что вы выбираете? Жить так, как вы уже жили, считая, что в этой жизни ничего уже классного для вас не будет, либо попробовать пребывать вот в этом состоянии детского предвкушения, радости и удовольствия, дать пробу вот этому вот новому и проверить вообще, работает ли оно, вот то, что там рассказывает сейчас Маша, и я это слушаю и не верю. Работает ли оно для меня? Получится ли у меня точно так же? А будет ли у меня складываться жизнь по-другому? Пойти в этот эксперимент, попробовать проверить на себе этот опыт. Так вот, я вам рассказала, что такое состояние, я вам уже рассказала, для чего оно нужно, и в принципе я уже рассказала, как в него попадать. Для этого нужно просто радоваться. Радоваться тому, что с вами происходит. Да, происходят иногда странные штуки, но опять-таки это про выбор. Вы можете выбрать порадоваться тому, что с вами это произошло, да, наступили на ногу. И вот здесь вот включается момент осознанности, да. Наступили на ногу, вы можете реагировать, как обычно. Вот, зараза, наступил мне на ногу, наступила, какая нехорошая, вообще невоспитанная. И родители, наверное, такие же невоспитанные, раз воспитали такую невоспитанную там дочь или сыночка. А можете здесь включиться и осознать, для чего это произошло с вами и какую пользу вы можете из этого извлечь. И вот таким вот образом, раз за разом, каждый раз включая осознанность в таких вот необычных ситуациях, вы запускаете состояние удовольствия, радости, благодарности, которое приводит вас со временем в гормональный баланс и выводит вас на ту линию жизни, в которой все удачно складывается, приходят классные люди, и события, которые с вами происходят, они кайфовые. Так вот, что такое состояние, как его достичь и для чего оно нужно, я вам рассказала, и я надеюсь, вам эта информация будет полезна, вы будете это использовать. И давайте через неделю обратную связь мне под видео, для того, чтобы я знала, что то, что я вам сейчас рассказала, вам очень пригодилось. Ставьте колокольчик, подписывайтесь и следите за выпуском новых видео, которые будут точно так же вам полезны, как и это, в котором я рассказала вам про состояние.